Всем привет, меня зовут Аня, это канал Рукоделие, и сегодня мы поговорим о декорировании интерьера своими руками. Вернее, я расскажу о своих планах создания подобного декора. В основном речь сегодня пойдет о вязании крючком, но не только. И я сделала некоторую подборку изображений, которые уже появляются на экране. Это картинки интерьеров, в основном с Pinterest, но некоторые из них сгенерированы с помощью нейросетей. И важно отметить, что в моей подборке сегодняшней не будет конкретных схем, конкретных описаний, а это скорее идеи для вдохновения, которые мы можем уже перенести на свой вид рукоделия и создать какую-то свою особенную и неповторимую вещь. Поэтому как-то не имеет смысла подробно рассматривать каждую деталь и пытаться разгадать схему. В первую очередь мы берем отсюда идеи. И если говорить о хендмейде в интерьере в целом сейчас, то это не возврат в прошлое, а наоборот движение в будущее, где качество важнее количества, где индивидуальность, аутентичность важнее какого-то соответствия, где первоочередно не демонстрация каких-то возможностей, а отражение ценностей, смыслов. И в целом в современном интерьере все-таки функциональность и душевность, они соединяются. И исходя из этого и будет строиться наш дальнейший разговор. Если посмотреть на те картинки, которые появляются на экранах, и я буду подглядывать немножко в свой планшет периодически, то это светлые интерьеры, наполненные большим количеством натуральных фактур и материалов. Здесь много дерева, много текстиля, большое количество подушек на диванах. Здесь присутствует бахрома в некоторых случаях, панно на стенах, какие-то плетеные формы из джута или ротанга, много зелени за счет комнатных растений, керамики. И в целом как-то к какому-то определенному стилю сложно такой интерьер отнести, но с настроением бохо, я бы сказала. И в первую очередь я бы добавила подушки в свой интерьер. У меня уже есть две, они прекрасные, но они не рукодельные. И я рассматриваю разные варианты подушек, и круглые, и квадратные, и прямоугольные, светлых оттенков натуральных. Это игрю, бежевый, молочный. И с таким выпуклым узором, объемным, рельефным. Одна такая заготовка у меня вообще-то уже есть. Это вот такой круг, который станет в будущем подушкой. Я пока размышляю над тем, как сделать заднюю часть подушки. Можно ее вывязать столбиками без накида, как здесь, например. То есть подушка будет полностью связанная. Можно пришить этот элемент к уже готовому чехлу, круглому или же квадратному даже, тоже будет симпатично, либо самой сшить заднюю часть подушки из плотного хлопка, тоже я думаю, что такой вариант вполне допустим. Сам этот круг у меня 45 сантиметров, и вязала я по схеме рельефного ковра от Оксаны Лисовой. У нее даже есть книга по вязанию ковров, и в основном она вяжет из полиэфирного шнура большим номером крючка. Я же вязала из хлопка, и крючок у меня вообще-то был не маленький, по-моему, я брала 6. И пряжу я использовала вот такую. Я ее раньше не встречала, не работала с ней. Я покупала ее в офлайн-магазине, несколько бобин. Здесь 270 метров в 300 граммах. Произведена пряжа в Европе, я предполагаю, что в Португалии. На такой круг у меня ушло чуть больше одной бобины, то есть если вязать заднюю часть столбиками без накида, то 2 бобин вполне хватит. Я думаю, что такая подушка хорошо разместится в мой нынешний интерьер.
И хочу показать вам еще один образец, который я вязала из этой же пряжи. Вот такой вот центральный элемент квадратной теперь уже подушки. Это довольно распространенная схема в интернете. Я немножко ее адаптировала под себя, под эту пряжу. Но хочу отметить тот факт, что обе эти подушки предполагают такой большой центральный элемент. И если их размещать в одной композиции, мне кажется, они немножко будут спорить друг с другом. Даже несмотря на то, что это круглая, а это квадратная подушка, я бы разместила их в разных композициях. То есть одну оставила здесь в гостиной, а одну разместила в спальне, например. Но сюда на диван я бы добавила еще пару подушек квадратных или прямоугольных. Например, подушки мотивами, может быть тем же объемным узором, но этот узор будет уже распределен по всей подушке, а не будет центральной ее частью. Также мне нравятся бабушкины квадраты, которые выложены по диагонали, но также и классическим способом тоже выглядят очень красиво, но в светлых цветах. Подушки в технике макраме, я никогда раньше ничего не плела в этой технике и не очень представляю, куда прячутся все кончики, но думаю, что их можно оставить в качестве бахромы по краю подушки. Не знаю, решусь ли я на подобный эксперимент сейчас, но визуально мне это очень нравится. Дальше мы посмотрим подушки из ткани, идеи которых мы можем уже перенести на вязание, например. Это подушки с кисточками, с бахромой, с шишечками, с косичками в одном изделии. Также здесь могут быть какие-то геометричные узоры, ромбы или зигзаги, например. Тоже очень красиво, симпатично смотрится. Подобные подушки можно как связать, так и декорировать уже готовые варианты чехлов из плотного хлопка. Далее мы поговорим о пушистых фактурах, которые сейчас невероятно популярны. И мне кажется, лучше всего будут смотреться варианты, выполненные с помощью ковровой вышивки, но также могут быть связаны интарсией, например. По узорам могут быть растительные орнаменты, листья, цветы, могут быть какие-то геометрические узоры с полосами разных цветов, например, или это может быть какая-то абстракция. Также мы можем взять эту пушистую фактурную нить и опять же на готовом чехле выложить каким-то определенным узором и просто пришить. Тоже думаю, что будет здорово. И давайте на подушках мы сейчас остановимся, потому что это очень-очень большая тема для разговоров, и перейдем уже к следующему пункту. А следующий пункт в моем списке — это кашпо или интерьерные корзины, связанные из джута или из рафии с самым простым узором. Один такой вариант вообще-то у меня уже есть. Это кашпо, связанное из крученой бумажной рафии и джута. То есть в основе здесь джутовый канатик, который я обвязывала по спирали столбиками без накида. И мне нравится, что здесь джут, он проглядывает сквозь рафию, такой вот немножко небрежный эффект получается. И я хочу связать несколько подобных кашпо, не обязательно точно таких же, это может быть немножко другой узор или другой цвет рафии, или полностью из джута, например. И их я хочу использовать для моих растений, которые растут в пластиковых прозрачных горшках, например, вот эти вот две капризные довольно колотеи. Прозрачные горшки позволяют лучше контролировать процесс полива, но внешне они выглядят не очень эстетично, поэтому хотелось бы им вот таких вот добавить корзин. А конкретно этот вариант для них маловат, поэтому здесь у меня живет другой товарищ. Это
толстянка или красула. Также я хочу сплести подвесы в технике макраме для кашпо, для растений, которые я бы хотела подвесить, хотя бы один вариант. Это немножко разнообразит и интерьер, и пространство, и также мне интересно все-таки поработать с этой техникой. Но в идеале, конечно, я бы сделала 3 разных плетения. Посмотрим, как сложится такой эксперимент. Следующий пункт в моем списке — это дорожки на стол или скатерти. Дорожки на стол сейчас стали невероятно популярными. Часто я их встречаю, просматривая какие-то интерьеры, и на маркетплейсах сейчас их представлено большое количество. Часто это такие легкие ажурные дорожки. Они покрывают большие деревянные столы, свисая с краев. Сами дорожки могут быть прямоугольной формы или слегка заостренные. Узоры могут быть незамысловатые, которые визуально выкладываются в полосы вдоль дорожки, либо поперек. Край часто декорирован какими-то кисточками или бахромой. Также дорожка может быть частью скатерти, то есть здесь уже идет комбинирование вязания и ткани в виде, вязаная часть может быть в виде дорожки на стол, либо в виде отдельных элементов, либо в виде каймы по краю скатерти или дорожки. Дорожки мотивами полностью или фрагментарно на ткани. Помним еще и о возрастающей популярности филейного вязания. Огромное количество узоров можно здесь использовать. У меня лично в папке на Pinterest с филейным вязанием огромное количество схем. Также ирландское кружево. Я, кстати, хотела изначально делать дорожку с какими-то тропическими листьями, но ничего подходящего я не находила, поэтому я с помощью нейросетей пробовала что-то создать, какие-то идеи, которые мы сейчас наблюдаем. Что-то из этого можно переложить на схемы и связать подобным образом, либо ирландским кружевом, либо филейным вязанием. Также помимо дорожек и скатертей мы можем использовать индивидуальные небольшие ажурные салфетки, также и мотивами, и теми же самыми узорами, о которых мы говорили выше. Я хочу вам показать как некий образец, который я связала, но я его буду распускать. Вот такой вариант узора на дорожку, очень популярный, кстати. Это ширина для нашего стола большая, мне нужно убрать как минимум один раппорт, то есть вот так, я думаю, что будет нормально. Я вяжу из такой пряжи, это Cotton Soft, это испанская пряжа, 100% хлопок, я вяжу на крючке номер 3, но для крючка эта пряжа не очень удобна тем, что она расслаивается в процессе вязания. Салфетки на стол, например, я не могу сказать, что часто встречаю в современных интерьерах, но, как мне кажется, это только пока. И если немножко отходить от темы нашего сегодняшнего разговора и поговорить о возрастающей значимости handmade изделий в жизни современного общества, то тенденция сейчас как в интерьерах, так и в гардеробах все-таки в подчеркивании индивидуальности, аутентичности в противовес массовому производству. И также в эпоху искусственного интеллекта, в эпоху цифровизации очень людям не хватает тактильного разнообразия, очень не хватает заземления, единения с природой, с природными материалами. Ручная работа, она имеет историю создания, она формирует эмоциональную связь,
она наделена смыслами. Даже если человек не сам произвел это, а приобрел какого-то конкретного мастера, он разделяет ценности этого мастера. И истинная роскошь нового времени — это не обладание большим количеством вещей, а окружение себя меньшим количеством значимых вещей. И напишите, пожалуйста, откликаются ли вам мои мысли сейчас, или вам кажется, что совершенно нет, искусственный интеллект завладел вниманием всех, и для хендмейда здесь не осталось места. Давайте с вами продолжим про салфетки. Я хочу связать салфетку на стеллаж вот под эту корзину прямоугольную. И причем я ее представляю свисающей с этого стеллажа по бокам и спереди. По форме это скорее что-то между ромбом и овалом. И край не четко очерченный, а какой-то такой резной. Может быть, цветы или листья по краю этого полотна. С техникой я пока еще не определилась, со схемами тоже. Мы сейчас смотрим различные варианты схем, их очень-очень много, например, филейного вязания или ирландского кружева. Я вам сейчас продемонстрирую одно изделие, которое связано в этой технике, но это уже будет у нас, об этом будем мы разговаривать в следующем видео. Это вот такой топ с узором и с цветами. Плохо читается узор из-за того, что здесь два сетчатых полотна совмещены друг с другом, но на контрасте узор очень хорошо виден, очень хорошо читается. Круглые панно на стену. По сути, это круглые салфетки, которые поместили на стену. Если они плохо держат форму, то они могут быть помещены в рамки, привязаны к рамкам деревянным, бамбуковым или металлическим и объединены в композиции из разных размеров, разных узоров и разных цветов, которые объединяют интерьер. Красиво смотрятся выпуклые, объемные, рельефные, как мы рассматривали в самом начале нашего разговора, подушку. Но также и очень тонкие, нежные, ажурные, которые помещены в бамбуковые округлые рамки. Я в свой интерьер, именно в гостиную, не вижу нежных и ажурных вариантов. И здесь скорее это будет рафия, это будет джут и это будет хлопок, который я буду использовать для вязания подушек. Может быть, я свяжу для спальни более нежные варианты. И вообще вязание таких салфеточек, да, мандал или мандал, я не знаю, как правильно, это такой медитативный, успокаивающий процесс, тоже имеет какой-то терапевтический эффект. И я начала вязать. У меня сейчас есть вот такой образец из рафии. Но, наверное, мне нужно здесь пару рядов убрать, как-то по размеру, наверное, я немножко переборщила. Это та же самая рафия, что использована и для кашпо, то есть если я повешу на стену, то это будет выглядеть более целостно. Вот такой один круг у меня есть. Есть вот такой цветок из джута. Его уже точно нужно помещать в какой-то круг, потому что он не держит форму. И есть вот такой круг. Но здесь есть лишние элементы, которых я тоже хочу избавиться. Наверное, это вот так вот будет лучше. Но мы представляем круг. Здесь есть продолжение, но мне оно не очень нравится. Я бы оставила вот в таком виде круг. Но его тоже надо на что-то фиксировать, потому что он пластичный довольно. И также я приобрела вот такие кольца для более нежных вариантов и металлические кольца для более тяжелых вариантов. Но металл я в любом случае буду перекрывать, потому что мне не нравится его цвет. Также я подумала, что вот этот элемент
может быть использован в качестве плейсмата, но не такой большой, конечно, после уменьшения как минимум на 2 ряда. И это может быть вот именно такая многофункциональная вещь, украшать стену на постоянной основе и время от времени использоваться в качестве сервировки стола. Думаю, что это отличный вариант. Можно сделать из рафии или из джута, из чего угодно. Ковры из джута сейчас очень актуальны, заземляют, восстанавливают, возвращают связь с природой, неповторимые тактильные ощущения создают. И джут сейчас считается премиальным экоматериалом, один из символов осознанного потребления. Что касается ковров, то они довольно простых форм, прямоугольные, круглые, овальные, с простыми незамысловатыми узорами, полосы, круги, геометричные узоры. И также составлены из разных мотивов, например, объединенных в один ковер, или же сплетенные с хлопком, то есть имитирующие плетение. Мне очень нравится, как выглядят джутовые ковры, нравится тактильное ощущение, которые я получаю от соприкосновения с таким полотном, но мне совершенно не нравится вязать из джута. И это, кстати, последний пункт в моем сегодняшнем списке, и этот пункт является самым сомнительным. Большой ковер, который я бы хотела сюда в гостиную, наверное, проще будет приобрести, а возможно я свяжу какой-то небольшой прикроватный коврик. Подытоживая все, о чем мы сегодня говорили, давайте обозначим те пункты, которые я буду воплощать. Первое — это подушки, закончить круглую подушку, связать еще парочку квадратных или прямоугольных. Второе — это кашпо для цветов, как минимум 3 штуки. Подвес в технике макраме, опять же, для цветка. Дорожка на стол крючком. Салфетка крючком для стеллажа под корзину. Композиция из округлых форм, панно на стену. Возможно, я сделаю плейсматы из рафии, как мне пришла такая идея, которые могут трансформироваться в настенный декор. И сомнительный пункт о джутовом коврике. Кое-что мы могли бы связать с вами вместе. Если вам интересно, то напишите об этом. И вообще, какие идеи откликнулись вам сегодня, какие вы возьмете, возможно, на реализацию. Что вы думаете по поводу роли хендмейда в современном мире. А мы с вами увидимся в других видео. Бежите с удовольствием. Пока!